Всем доброй ночи. Сегодня я хочу рассказать вам об упырях, но не о тех упырях, которые являются героями голливудских фильмов, легенд, сказок. А рассказать вам хочу о реальных упырях, о людях, которые упыри по природе своей. И эти люди живут вокруг нас. Их еще называют стригои. Хотя стригои на самом деле, если прямой перевод сделать этого слова, это означает вампиры. Однако это не совсем люди-вампиры. Это немножко, скажем так, иное измерение. Это совершенно иные люди. Люди могут быть вампирами, даже не осознавая того. Просто у них очень сильная энергия, которая подавливает энергию других и вампиризирует их, то есть забирает их силу. Зачастую такие люди сами не знают, что они вампиры. Просто после разговора с этими людьми у вас начинаются головные боли, плохое самочувствие и прочее. Вампирами, извиняюсь, могут быть многие из вас, кто слушает, например, эту тему, сами того не подозревая. Иногда вас могут избегать люди, не желая с вами разговаривать, вы не понимаете почему. Потому что после разговора с вами у них подавленное состояние. Такое есть. Это люди с сильной энергетикой. Это не всегда, вопреки мнению, что это злобные люди и прочее. Не всегда. Конечно, есть категории тех, кто злобен в душе и вампиризирует других. Но вампирами могут являться люди с сильной энергией. Вообще мир делится на вампиров и доноров. Однако мы сейчас поговорим не об этом, потому что про вампиров и доноров вы можете найти очень много информации, везде прочитать. Я стараюсь на своем канале озвучить темы, которые малоизвестны и мало кто затрагивает. Итак, стригои или люди-упыри. Кто они такие? Вообще древнее определение упырей – это ожившие мертвецы, это неупокоенные мертвецы, которые, согласно древним легендам, сказаниям, вставали с могил, приходили мучить родственников, то есть забирали у них энергию, иногда впивались в них и выпивали кровь, обитали они на кладбище, в гиблых местах и прочее. Это версия такая, которая говорит о том, что люди считали их за неживых существ, то есть не похожих на людей, без чувств, без сострадания, без любви. Это просто живые мертвецы. Есть такой момент, и я вам сейчас объясню. Считалось, что тот самый дух, который упырь, вселяется в человека, ну, уже в тело человека, да, после смерти. И, пользуясь этим телом, идет в мир людей, сеет там страх, ужас и прочее. Но почему именно так считалось, я вам сейчас объясню. Дело в том, что мы живем в мире и всегда жили, всегда человечество было таким и останется таким. Просто тогда не было столько информации, не было интернета и телевидения, и мы это все не особо знали, да, наши предки. Но равновесие в этом мире сохраняется всегда. Сколько в древние времена было подонков и хороших людей, столько же и сейчас. Не стало больше или меньше. Просто, скажем так, подлости стали более современные, недалекость людей стала более очевидной и тем страшной. Еще раз повторяю, что в то время не было интернета, поэтому людям казалось, что как бы
не так уж все страшно, что вот такие вот существа есть только у них, в их селе, в их городе, а в остальных местах вроде нормальные люди. Но когда уже появился интернет, всемирная сеть и прочие коммуникации нашей цивилизации, люди поняли с ужасом для себя, что они как были, так и остались. Ничем они не меняются, никакими цивилизованными они не становятся. Так вот, люди-упыри были как тогда, в древние времена и тысячелетия назад, есть и сейчас. Кто эти люди? Друзья мои, есть несколько моментов. Род проклят. Ребенок нежеланный. В роду было много самоубийц. В роду были разбойники, были убийцы. Далее, в роду были отравители. Например, были женщины одно время, когда было очень тяжело во время войн, революции и прочее. Были повивальные бабки, естественно, они помогали женщинам разрождаться и, значит, при рождении детей, разродиться, извиняюсь, при рождении детей переворачивали этих детей, душили. Или вместо молока, если там приходилось кормить их, например, с пипетки, с ложки. И такие моменты бывали, когда у женщин не было молока. Туда посыпали яд, добавляли яд и травили этого ребенка. Собственно говоря, для чего? Для того, чтобы семья не кормила лишних ртов. Как правило, убивали девочек. Считалось, что девочки – это лишний род. Мальчики, они более-менее, как бы, есть смысл в них, да, они продолжители рода, они рабочие руки, помощь отцу. А девочки что? Девочку вырастили, она вышла замуж, никакой толк в семье от того, что она есть, нету. Просто лишний род. И такие женщины существовали, которые этим занимались. Я могу вам привести конкретный пример. Мачеха моей бабушки. Она травила, убивала людей. И многие это знали, боялись говорить. Родственники молчали ради детей, как бы, поскольку у нее тоже были дети от отца моей бабушки. И вот ради детей, что мать заберут, сталинское было время, тогда бы ее расстреляли. Сначала она отравила свекровь, ну, по крайней мере, самый известный случай. Она отравила свекровь. Моей бабушки бабушку. Вот, отравила ее. И врач, когда пришел, сказал, эту женщину отравили. Что эта бедная женщина сделала кому в такие годы, что вот так вот ее убили. Значит, сказал, чтобы принесли кефир. Она сделала вид, что несет, делает, готовит. Пока врач уехал, одним словом, она не помогла ей очистить желудок, организм от яда. И бабушка, их бабушка умерла. Потом она травила своих внучек. У сына рождались дочери, она их травила. Эти дети умирали просто. Она, значит, смешивала в молоко яд и убивала их. Когда мать это поняла, начала плакать, та сказала, если будешь лишнее говорить, и тебе не жить. Она как бы оказалась бесхребетной, но начала следить за детьми, ночью не спала, и так ей удалось дальше своих детей спасти. Вот классический случай. Человек, вроде бы человек, но нету этого человека жалости, нету этого человека сострадания. Этот человек спокойно может убить даже родную кровь, мучить, наслаждаться слезами. Абсолютная жестокость. Она очень жестоко обращалась со своими неродными детьми. Они молчали, чтобы отца не расстраивать. Абсолютная бесчеловечность по отношению к своим внукам и так далее. Итак, кто эти люди? Человек рождается на этот свет, и рождается он уже с готовой душой. То есть у него уже есть душа.
эта душа потом не появляется. Он уже рождается со своей душой. Душа появляется в первый миг зачатия. Приходит. У мужчины и женщины случается контакт. Чем сильнее духовно эти люди, чем сильнее влечение друг к другу, даже не обязательно любовь, просто уважение друг к другу, тем сильнее от их сексуального контакта происходит всплеск энергии. Эта энергия, как столб, поднимается на сферы астрала, а в астрале есть несколько слоев. В нижних слоях обитают низменные духи, в верхних слоях более просвещенные, более сильные духи. И вот это вот луч, так называемый, пронзает, хватает душу и забирает вниз. И эта душа оказывается в чреве женщины. Происходит зачатие. Все. У ребенка есть душа. И если это чувство родителей было настолько сильное, что смогла вот так вот создать сильную энергетическую волну, столб, то душа была взята из верхних слоев астрала. У кого рождается ребенок с древней душой, с сильной душой, с просвещенной душой, с душой с высокими, скажем так, возможностями, с высокой планкой. У тех людей, у которых род сильный, у которых есть у рода заслуги перед Вселенной и так далее. У тех людей, которые сами по себе достойные люди, сильные личности. И, как правило, награждают детей этих людей красотой телесной, красотой души. Красота – это определенная награда роду за хорошие деяния перед Вселенной. Если вы родились красивой, с благородными чертами, с прямыми чертами, с четкими, скажем так, четко очерченным лицом, это за заслуги вашему роду. Если вы родились некрасивы, я не говорю, что некрасивые люди, они плохие или хорошие, есть некрасивые телесно, некрасивые люди, которые очень красивой душой. Их некрасоту мы не замечаем. Но есть люди, которые некрасивые душой и телом. Их некрасота души отражается на лице. И их дети точно так же идут некрасивые, уродливые. Страшно на них смотреть, и это продолжается дальше. Красота – это награда рода. Если дети ваши рождаются красивые, значит, у вас род более-менее здоровый. Если у вас дети рождаются некрасивые, а так бывает, мы думаем, что все дети одинаковые, ну, ребенок и ребенок. Нет, не всегда так. Есть ребенок, который притягивает к себе, хочется целовать щечки, подарить игрушку. Есть ребенок, который отталкивает. Вроде ребенок и ребенок, но что-то он не очень приятный. Ну, ребенок, конечно, мы не обидим ребенка, но не особо как-то притягивает. Есть дети, которые приходят в гости, и ты радуешься, этот ребенок может пойти перевернуть шкаф, открыть, все на себя высыпать, а тебе весело, радостно, и ты все прощаешь и не замечаешь это все. А есть ребенок, который пришел, и даже то, что он ходит по твоему дому, тебя раздражает в нем. Вот. Итак, если род наказан, если в роду есть убийцы, если в роду есть душегубы и прочее, Вселенная позволяет этот род наказывать. И самое слабое звено в этом роду становится упырем. Смотрите, родители, замечательные люди, профессора и так далее, и так далее. А сын абсолютный упырь. 20 раз женатый, везде дети, никому не помогает, ничего не делает. Живет на шее родителей, оббирает их, бьет их, унижает, издевается, спился, снаркоманился. Или наоборот, может быть, очень даже следит за своим здоровьем, но абсолютный эгоист, бесчеловечный, без сожаления, без сочувствия к родителям, к близким, к друзьям, вообще все равно.
Как так получилось? Да, муж с женой были очень интеллигентные люди, но у них не было любви. Они сошлись по, каждый за своих интересов. Кому-то прописка нужна была в Москве, кому-то нужна была помощь отца жены и так далее. Хотя они прожили вместе, уважали друг друга, плохо не относились, но не было у них любви. И во время их определенных контактов не было этого сильного луча, который поднимется и с этих сфер спустит туда сильную душу. И тот луч, который образовался при сексуальном контакте, он был слабый, он просто спустил с малых этих, с нижних астралов низменную душу. И родился мальчик, которого любили, обожали, воспитали, но он превратился в упыря. Дорогие друзья, в нашем мире огромное количество упырей. Как происходит вот это вот процесс упыризма, если так сказать, да, грубо говоря? Происходит это следующим образом. Тот человек, который из проклятого рода, тот человек, который рождается с низменной душой, уже изначально с черной душой, в нем зла очень много. У него нет защитной оболочки. Если бы у нас не было защитной оболочки, то мы очень быстро могли бы стать одержимые. Объясню почему. Мы живем, во-первых, на костях. Весь мир – кладбище. Везде были войны, везде были поселения, везде люди жили, умирали. Мы живем на их костях. Огромное количество, миллиарды духов, бродячих сущностей, которые вокруг нас. И эти духи ищут тела, через которые они будут контактировать с миром. Вот они вселяются в тело человека, захватывают со временем его душу и просто живут его жизнью. То есть им дается шанс второй раз жить. Да, это не полноценная жизнь, но им это нравится, им этого достаточно. Они живут, они снова ощущают жизнь, мир и прочее. Так вот, нас оберегает защитная оболочка. Они не могут это пробить. У них нет этой силы, этого разрешения. Это как наша крепость. А те люди, которые рождаются с низменной душой с малых лет, вот заметьте, кто кандидат в упыри? Те, кто мучает животных с малых лет, с детства. Если вы позволили своему ребенку мучить котенка, голубя, еще кого-нибудь, со временем вырастет упырь. Обязательно туда вселится вот эта сила, вот этот дух под названием упырь. Запомните. Кто у нас растет упырем? Ребенок, который предал своего друга, вы его похвалили. Вот он сказал, у нас был такой случай с моим сыном, когда он все время защищал своих друзей. И один раз они с этим мальчиком по имени Дима шли. Подошли другие мальчики и сказали: Дима, мы сейчас его побьем, нас много, вас мало, вот решайся, чью сторону ты примешь. И Дима сказал: чью сторону принимать? Вас много, придется на вашей стороне быть. Он пошел к ним, и они начали камнями кидаться в моего ребенка. Мой сын не растерялся. Он их тоже побил, он тоже кинул на них камни, еще и сумками их бил. Но они, естественно, очень много ему причинили урона. Он пришел, и он был настолько... Не столько он его задело, что подрались, мальчики всегда дерутся, но ему было так больно, что друг так сказал: придется на вашей стороне быть. Сказал друг, он предал. Кто способен предавать? Он уже кандидат в упыри. Ребенок, который способен лгать своим родителям. Ребенок, который ябедничает маме на отца, отцу на маму. Ребенок, который способен предавать своих родителей, хороших родителей. То есть ради того, чтобы услужиться перед дедом и бабушкой, идет и рассказывает некоторые подробности жизни родителей для того, чтобы бабушка с дедушкой похвалили, что-то купили. То есть он растет шпионом. И так далее, и так далее. Бесчестные, грязные поступки. Почему говорят,
будь честным человеком, достойным человеком. Это не просто так, не просто потому, чтобы вас похвалили или сказали, какие вы хорошие, а потому что есть опасность. Дорогие друзья, есть законы Вселенной, которые не только религии озвучивают или там уголовный кодекс. Это все основано на морально-этических нормах. Упал человек, валяется на улице, плохо человеку стало. Подойди, вызови скорую. Если ты не сделаешь этого, никто тебя не осудит и не посадит. Но перед обществом, перед моралью ты виноват. То есть совесть – это голос богов внутри нас. Ты хочешь что-то сделать, что-то не очень хорошее. И внутри твоя совесть говорит: не делай, не надо. Это нехорошо, это подло. И ты решаешь: не буду делать. Даже если очень хочется, я не сделаю, потому что нехорошо. Когда у человека рука заходит в чей-то карман, потому что он голоден и не знает, что делать, вот он пошел на отчаянный шаг. И совесть говорит: нельзя, он не виноват, этот человек. Может, ему эти деньги нужны, может он болеет, ему лечиться нужно. И он вытаскивает руку и говорит: не могу. Он никогда не станет упырем. Есть люди, которые преступники, но в них нет упыризма. Да, они преступники, они переступают закон Вселенной, но они не упыри. Они не наслаждаются страданиями других людей. Просто у них натура такая, они сами по себе такие. Они не задумываются над тем, что они причиняют страдания. Не намеренно они это делают. Упыри делают это намеренно. Теперь послушайте. Вокруг нас огромное количество упырей. Этот человек может быть наш сосед. Этот человек может править какой-то страной. Этот человек может быть известная личность. Этот человек может быть личность, которая снимает про известных людей, обязательно льет грязь, обязательно говорит гадости, обязательно старается очернить людей, влезть в их личную жизнь, вывести сплетни, унизить их и так далее. Это упыри. Это люди, в которых вселяется упырь. Это духи. Это опасные духи, вампиризирующие духи. Это не лярвы, это не иные духи бродячие. Это определенная категория духов, которая называется упыри. Упыри питаются страданиями всех окружающих. Они причиняют эти страдания намеренно. У них нет чувств, у них нет совести, у них нет стыда, у них нет человечности. Эти люди могут быть разные. Вы не думаете, что они отталкивающие, какие-то противные, неинтересные. Нет. Наоборот, многие из них могут быть очень обаятельны, могут за собой вести народы. Гитлер вам в пример. Малообразованный, среднеинтеллектуальный. Он повел за собой германскую нацию на погибель. Чуть не уничтожил свой народ и свою страну. Но он смог убедить людей, что так надо делать. Он создал концлагеря, из-за чего было загублено 1 миллион душ. Это были страдания людей, это была боль, это была ужасающая боль поколений. Но он это сделал. Он вокруг себя собрал таких же, как он сам. Таких же бесчеловечных, беспринципных, безжалостных существ, которые с каменным лицом шли уничтожать целые нации. И они этим всем наслаждались. Они чувствовали себя хорошо. Они ездили по этим лагерям, смотрели на страдания этих людей, смотрели на то, как они превращаются в кожу до кости, ставили над ними эксперименты. Были врачи, которые это делали. И они этим наслаждались. Не всегда упырь – это алкоголик конченый или наркоман, хотя среди них тоже очень много упырей. Смотрите. Этот дух может вселиться в детстве. Обычно это люди, которые ненавидят весь мир. Как правило, это изгои. Как правило, это трусы. Как правило, это люди, которые не любят ничего живое.
Это люди, которые не любят своих детей, своих родителей, своих соседей, друзей. Они никого не любят. И они могут, благодаря своему обаянию, благодаря своей маске подниматься. К упырям относятся и маньяки в том числе. Они наслаждаются убийством, они наслаждаются болью жертвы. Они убивают не потому, что есть такая необходимость, и у них нет выхода, вот что-то они там делали, их застукали, они убили, чтобы не сидеть в тюрьме. Нет, они заманивают жертву, убивают и наслаждаются. Это точно такой же упырь. Просто есть различного типа упыри. Есть упыри, которые уже настолько охватывают душу человека, что он уже идет на убийство. Есть упыри, которые с помощью этого человека творят зло на земле. Например, создают войны. И получают удовольствие от слез матерей, от страшных, значит, страданий людей. Есть много упырей в истории, которые остались под названием завоевателей, но они были упыри. Они наслаждались процессом. Это были не воины, это были упыри. Упыри, которые терроризировали свой народ, которые создавали просто страшное состояние в стране. И хочу вам сказать, что упырь может селиться и в детстве, и в молодости, и в годы более старше. Вам пример Иван Грозный. Человек, который был сильный духом, сильный правитель, строгий правитель. Но он не был упырем, он любил свою страну до поры до времени. До поры до времени, пока он не впустил в свою душу того самого упыря. И после этого он переменился. Он наслаждался уже болью людей. Он придумал более и более изощренные казни. Вам в пример римские цезари. Тот же Калигула, тот же Комод, которые придумали самые страшные пытки со львами, с тиграми, с бросанием людей на съедение львам и тиграм. Нерон, он очаровывал в начале своего царствования людей, очаровывал римлян, его любили. Калигула, его обожали. То есть хочу вам сказать, что упырь – это не обязательно тупой, глупый какой-то алкоголик, который валяется под заборами. Нет. Он как раз-таки, может, не упырь, а просто глупый человек, который свою жизнь проворонил. А вот упырь, он поднимается. Он не сразу показывает свой упыризм. Он может показать себя очень патриотичным, очень любящим родину, людей. Он борется за людей, за родину. И как только ему дается власть, любая власть, неважно, где он руководит, в бригаде руководит, на заводе там становится мастером, в школе директором или управляет страной. Как только ему дали власть и возможность, как только вокруг него появились люди, этот человек сделает все, чтобы все вокруг страдали. Этот человек создаст войны, этот человек поведет на смерть тысячи людей, этот человек будет плясать на костях, этот человек будет ходить по ресторанам, плевать хотел, что он только недавно уничтожил целое поколение. Это упыри. Упырем может быть ваш муж, который был изначально очень хороший. Любая женщина, которая вышла замуж за упыря, который потом начал жрать ее живьем буквально, говорит, он не был таким. Он меня любил, он меня добивался. Это было красивое ухаживание, цветы, конфеты. Да, он вас заманивает. Он заманивает, как паук заманивает муху, чтобы потом окутать и выпить все соки. Он молодеет, этот человек, ему хорошо. От страдания массы или много людей, этому человеку хорошо. Если он не может подняться до определенного уровня и там, например, стать министром или там премьер-министром или президентом или кем-то еще, он будет терроризировать свою семью. Он придет домой, он будет говорить, что вы все такие сякие, вы ничтожество, вы без него вообще никто. Он вас всех кормит, и вы вообще недостойны куска хлеба есть. И зачем ты вообще живете на земле? Кто вы вообще такие? Как вас зовут? Он унизит всех. Жену, детей, тещу, мать, соседей, брата, кого угодно. Это упырь. В нем живет этот дух,
который питается вашими слезами и страданиями. Что происходит вокруг упыря? Митинги, крики, плач, ненависть, проклятие. Друзья мои, если вы думаете, что вы сможете остановить упыря своими проклятиями, своей ненавистью, своими криками, своими посылами и оскорблениями, вы очень сильно ошибаетесь. Вы его не остановите слезами также, вы его не остановите ничем. Ничем, что вызывает ваши страдания. Единственный выход остановить упыря – это спокойствие. Не кормить упыря своей энергией. Смотрите, у вас на работе, например, есть человек, который все время приходит и начинает унижать бригаду. Каждого из них, может, это начальник, может, это бригадир, неважно. Он день начинает с того, что просто плюет вам в лицо, говорит вам самые грязные слова, унижает вас как людей, как личности, и радостно, спокойно идет себе дальше делами заниматься. Но вам просто-напросто не то, что работать не хочется, жить не хочется. Вам просто сказали, что вы ничтожество. Вас сравнили с землей, растоптали просто, вот в грязь втоптали. И все. И считают, что это нормально. Вам плохо, вас трясет. Кто-то пошел плакать, кто-то идет курить, кто-то пошел, написал заявление, сказал, я больше так не могу, я устал. Он питается, наслаждается, радуется. А если он приходит утром, начинает каждого унижать, и если вы даете ему отпор, поворачивайтесь и говорите, вот эти все слова, которые ты мне сейчас сказал, это ты этим всем и являешься. И когда он начинает рот открывать, еще раз ты посмеешь ко мне подойти и вот такие слова мне сказать, ты отсюда вылетишь. И я все сделаю для того, чтобы ты здесь больше не работал. Поверьте мне, он больше к вам в жизни своей не подойдет. Смотрите, упырем может быть ваш ребенок, который доводит тебя до слез. Говорит о том, ты плохая мать, ты такая сякая, ты вот его мама вот так сделала, а ты меня наказала ни за что и так далее. Что происходит? Эмоции. Можете ударить от злости, можете заплакать, можете проклинать, что-то сказать лишнее, потому что вас выводит, можете обозвать. Он питается вашими эмоциями. Пошел спокойно, сел, играет в игры. А если ваш ребенок подходит и говорит такое, вы берете его за ухо, ставите в угол, говорите, если еще раз ты посмеешь такое сделать, я напишу в опеку, и ты пойдешь в детдом. И ты поймешь, что такое жить в детдомах без родителей, без компьютеров, без ничего. Когда ты встаешь по режиму, ложишься по режиму, когда тебя бьют старшие, и у тебя нет защиты. Ты меня понял? После этого он не посмеет вам ни слова сказать. Я веду к тому, что если вы хотите дух упыря выгнать из человека, вы должны не проявлять ни капли эмоций к этому человеку. Вы должны с ним говорить четко, ясно, по существу. И бороться с такими людьми нужно спокойно, без эмоций. И когда вы перестанете питать этого упыря, тот, который начальник, чиновник, министр, кто угодно, причиняющий боль народу, со временем уйдет, потому что он питаться не может больше. Вы блокируете его подпитку. Вышли без слез, без криков, без плача. Говорите, будем бороться с тобой всеми методами. До такой степени, чтобы ты вылетел оттуда и за все, что ты сделал, отвечал спокойно. 1 раз, 2, 3, несколько месяцев он уйдет. Он сам сбежит, потому что нет уже криков, нет плача, нету мордобоя, нету выхода на митинг, где там одни бьют других. Эти люди этим питаются, поймите. Вы ничего с ним не сделаете, пока вы эмоционально питаете этого человека. Вы ничего не сделаете со своим мужем упырем, пока вы не собрались, не ушли. Или не взяли его за шкирку и не сказали, еще раз посмеешь мне это сказать, и ты сядешь. Когда он перестанет видеть у вас слезы, он больше ничего с вами сделать не сможет. И следующее. Возможно ли, чтобы упырь вышел из человека? Возможно, если он вселился внезапно. Если человек был реально очень хороший и стал абсолютной тварью, который просто наслаждается и кайфует, видя слезы и мучения других людей вокруг себя, внезапно, значит, есть в нем подселение упыря.
И его можно изгнать, не питая его эмоциями. Спокойствие. Бороться с ним спокойно и строго. Это возможно. Если ваш сын не пил, был нормальный человек, занимался спортом, любил жену, детей, а потом внезапно стал как сумасшедший, в нем подселенец упыря. Такое возможно, если делает человек, например, приворот не получился, но подселенец получился. Например, он нарушил, скажем так, какие-то законы мироздания. Вот он сделал то, что не должен был сделать, зная, что идет на преступление, он на это пошел. Ну, подписал что-то там, украли из какого-то там, скажем так, фирмы или там компании, свалили на какого-то человека, этого человека посадили. Он нарушил закон мироздания. Он за это получил. И у него внезапно начинается агрессия ко всем и прочее, прочее. Вот совесть начала мучить, он начал думать об этом, нарушилась его защита и вселился упырь, как наказание ему. Можно изгнать, если вы не эмоционируете. Если жена собрала детей, ушла, мать перестала с ним разговаривать, все отвернулись, он понял, что питаться некем, через некоторое время он совершенно другой стал. Но это редкий случай. Обычно упырь вселяется с малых лет, постепенно усиливается, в малых поступках подлых, потом в больших поступках подлых, закрепляется в человеке, захватывает его душу и уже с вами разговаривает не человек, не Петров, не Сидоров, а тот самый упырь, который внутри него. Это люди, у которых нет чувств. Это люди, у которых нет ничего святого и не будет. Это уже не человек. Это просто тело, внутри которого нет души. Когда люди говорят, какой он бездушный, или как будто в нем души нет, как будто душу у него забрали. Что за человек? Как может вот так вот, там сын погиб, например, а он вместо того, чтобы скорбеть, сразу поехал там оформлять на себя его имущество, выгоняет жену с детьми тут же там на второй день. То есть у него совсем другие дела и заботы. Он даже не думает о том, что сын в морге лежит. Ему без разницы абсолютно. Как раз момент, он улучшил момент, поехал их изгонять оттуда, выгонять. То есть люди, которые отца потеряли только что, да, их вещи выкидывают на улицу. Это делает дедушка. И говорит, и что? Ну и что? Это наше имущество. Почему я должен их пускать? Кто они такие? Это упырь. И все говорят, ну как так? Ну где твоя совесть? Ну что ты делал? Как так можно было делать? Ну только что твоего сына не стало. Ты даже не скорбишь о нем. Ты уже думаешь о том, как захватить его имущество. Ты что за человек? Бесполезно. Бесполезно говорить какие-то ему слова, там, проклинать, прям в глаза сказать, чтобы ты сдох, как ты... Вообще все равно, дорогие друзья, ему плевать. Он не чувствует этой боли, он не чувствует эмоций, он не способен сочувствовать, он робот. Ну, робот это так мягко сказано, он не людь. То есть в нем людского нет ничего. Его душу захватил этот упырь. И с вами, говорит, этот упырь. И делает поступки этот упырь. И чем больше вы будете эмоционировать, плакать и кричать, тем хуже он будет делать с вами. Я расскажу вам один случай из истории, из мемуаров Екатерины Великой. Она рассказывает о том, что по ночам ее будил жуткий крик, лай собак, и она выбегала в спальню мужа своего, который практически с ней никаких отношений не имел, и они были совершенно чужие люди, разные абсолютно. И она говорит, что она выбегала, и выбегала в тот момент, когда Петр Федорович, значит, держал собаку и со всего маху бил, значит, палкой эту несчастную собаку за непослушание. И она говорит, что она начинала плакать, умолять, пыталась вырвать собаку. Это вызывало в нем еще больше агрессию. И тогда он всю ночь бил этих собак. И они все выли, кричали, плакали. И Екатерина в своей спальне плакала в том числе. Вот вам классический пример упыря. Ему нравится. Ты говоришь, что это причиняет тебе боль, он будет это делать еще больше. Если он увидел
как вам причинить боль, что именно вам причиняет боль, он это будет делать. Это может быть даже ваш отец, который все время тебе скажет: ты не мать, какая ты дочь, да ты такая-сякая гулящая, да мне стыдно, что лучше бы ты не родилась вообще. И дочь, которая хорошо учится, которая ничего плохого не делает, не пьет, не курит, отличница, работает, себя содержит, еще родителям помогает. Услышав такое, постоянно плачет. Дочери обидно, больно. Издеваются над ней, унижают ее. Ни за что. Но в один момент дочь поворачивается и говорит: я больше тебя знать не хочу, я здесь не живу. И вот только когда ты умрешь, может быть, приеду на похороны, а может, не приеду. Отворачивается и уходит. И этот человек со временем начинает звонить, умолять: доченька, я так сожалею, прости меня. Мне так стыдно, как я мог, что-то там со мной происходило, я даже не понимал. Как только дочь вернется обратно, упырь начнет по новой жрать. Я тебя вернул, потому что из жалости, да кто ты такая вообще есть, и прочее, прочее. С ними четко, ясно, по существу, очень холодно, сухо, никаких эмоций. С упырями жить нельзя. Упырей оставлять во главе стран нельзя. Они уничтожат всю страну. Они уничтожат все население. Они просто уничтожат все заслуги предков. Упырям нравится боль. Им нравится боль людей. Посмотрите на правителей Закавказья. Потеря земель, потеря людей, войны. Что они делают? Выходят с улыбкой на лице. Гуляют в ресторанах. Без стыда и совести ездят в другие страны, тратят миллионы открыто. Тратят миллионы, не переживая за то, в каком состоянии находится народ. Один за другим делают против народа, издают законы против народа. Народ возмущается, люди плачут, падают в обмороки, кричат, проклинают. Им от этого хуже становится? Нет. Потому что народ неправильно борется с ними. С ними бороться нужно очень жестко, спокойно, без эмоций. Только тогда он уйдет. Запомните это. Точно так же в семье, точно так же на работе. Когда ты не кормишь их своими эмоциями, они больше к тебе не подходят. По крайней мере, к тебе не подходят, а могут вовсе уволиться. Если человек ведет себя вот так, как я описала, в нем живет упырь. Его душа давно захвачена. Он сам себе не принадлежит. Нельзя к нему относиться как к человеку. Нельзя на него обижаться, как обижаются на человека. Нельзя взывать к его совести, это бесполезно. Там нет совести, там злой дух. Там сидит злой дух. И я на заставку поставлю именно то, что находится внутри этого человека, как он выглядит, какой он есть. Это, конечно, физическое описание упыря, но на самом деле это именно такое чудовище, которое рыщет для того, чтобы собрать энергию боли. Они этим питаются. Единственный способ с ними бороться – это не дать им питаться тобой эмоционально. Не плакать над теми, что они говорят. Нельзя на них обижаться, как бы обиделись вы на обычного человека, на оскорбительные слова, которые услышите от обычного человека. Это не человек, который вам это говорит. Это внутри него говорит и делает, и творит это зло тот самый злой дух. Откуда приходят духи, упыри? Они приходят из черной воронки. Откройте мою лекцию, пожалуйста, и посмотрите, ты раб или свободный. Там все рассказано. Черная воронка – это царствие зла, где находятся низменные духи, где находится зло, злые духи, злые силы, которые приходят в наш мир. Оттуда приходят упыри. За какую-то провинность родных, за какую-то провинность рода, за то, что ребенок родился уже с низменной душой, и прочее, нарушается вот этот закон равновесия,
нарушается эта оболочка защиты, и в человека вселяется упырь. Этот упырь может долго себя не проявлять и быть очень замечательным человеком. Чикатило, вспомните, как его хвалили коллеги, любили соседи. Он замечательный был человек, хороший отец. Вообще никто бы в жизни не подумал. И что потом оказалось в итоге? Они умеют маскироваться под хороших, под патриотичных, под очень активных или, наоборот, очень тихих, спокойных и так далее. Это та самая сила, которая постепенно поднимается. Упырю выгодно, чтобы человек, в которого он вселился, достиг определенных высот. Для того, чтобы суметь потом через этого человека как можно больше боли и страданий причинить людям. Одно дело, когда ты бригадир, ты можешь боль, страданий причинить нескольким людям, которые работают под твоим руководством. Другое дело, когда ты директор школы, еще большему народу ты причинишь эту боль. Третье дело, когда ты министр какого-то там какой-то сферы, ты можешь еще больше народу причинить боль. И так далее, и так далее. До того момента, пока у тебя не будет в руках армия, там народ, МВД, все такое. И ты оттуда можешь такую боль причинить людям и питать этого упыря, что он будет счастлив. Так вот, не питайте этих упырей, а поступайте с ними именно так, как я вас сейчас учу. Никаких эмоций. Никаких эмоций быть не должно. Мы не всегда понимаем, что мы живем с упырем. Мы не всегда понимаем, что мы любим упыря. Потому что любовь, она закрывает глаза. Мы слепнем. Мы любим человека, прощаем, не понимаем этого, хотим его исправить во многом. А человек берет, звонит нам и говорит: а ты знаешь, кто ты? А ты хочешь, я тебе докажу? А вот мне там Вася звонил, говорил, что вот с тобой был, там возил тебя в сауну и все такое. Ты начинаешь злиться, ты начинаешь плакать, тебя трясет. Как ты можешь, как ты смеешь меня оскорбить? А я вот докажу. А ты хочешь, я тебе докажу? А ты хочешь... Там мне про тебя знаешь, какие вещи говорили? Да ты знаешь, что? Он знает, что это более всего причиняет тебе боль, потому что ты такой не являешься. Поэтому именно бьет вот туда. Бьет туда, где тебе больнее всего. А ты хочешь, я тебе скажу там и так далее, и так далее. И приходит момент, когда ты понимаешь, что этот человек меня сжирает, я старею, я начинаю болеть. Он ни капли радости мне в жизни не дает. Он не дает мне ничего хорошего, просто никак не дает мне энергию. Он уничтожает меня как человека. Я не хочу после него жить. У вас были моменты, когда вы берете телефон и просто... У вас бешенство, и много лет после того, как вы расстались с этим человеком, телефон у вас вызывает агрессию, злость. Если вы берете телефон, разговариваете, и там не слышно сразу голоса, вы начинаете злиться. Ну, говори, чего там? Понимаешь, потому что такое уже было, когда полупьяная тварь вам звонит и говорит: слышь, и ты вот... Ну, говори быстрее, чего надо тебе, что ты хочешь от меня? А я, знаешь, что я сделаю? Я сейчас приеду туда, на работу он может приехать. Он может приехать при соседях тебя опозорить. Итак, друзья мои, это не люди. Это тела, в которых живут злые духи. И поэтому относиться к ним как к людям не стоит. Бороться с ними как с людьми не стоит. Обижаться на них, как на людей, не стоит. И страдать из-за того, что они вам говорят и делают, не стоит. И как только вы перестанете страдать и начнете с ними бороться спокойно, без эмоций, они сдадутся. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать, потому что очень давно собиралась эту тему поднять. Желаю вам удачи и всех благ.